железа. Подскажите, пожалуйста, какая максимальная доза железа возможна? Потому что вот, ну, там гемоглобин пониженный, и выписывают еще плюс железо. Плюс железо у меня и так входит в витамины, которые комплексные. И как не переборщить? Как вот понять, что, наверное, хватит? Смотрите, у беременных женщин железо мы не ищем, ни сывороточные, ни трансферин, ни другие виды, тем более ферритин, все любят увлекаться ферритином, потому что у нас, у беременных, концентрационные показатели резко падают. И у меня есть очень прекраснейший такой вебинар, он бесплатно, он есть на YouTube, называется «Лабораторные показатели при беременности». Вот. И там я привожу, собственно говоря, показатели различных вот этих маркеров в зависимости от триместра. Но возвращаясь к железу. Как мы определяем нехватку или достаточное количество железа в организме? Ну, во-первых, смотрим на общий анализ крови, если анемия. И здесь такой, как бы, ну, такой нюансик, что все, ой, у беременных там есть анемия, да. В этом я пишу, это называется гестационная анемия. Гестационная ничего общего не имеет с железодефицитной анемией. Это другие показатели. Но поскольку ВОЗ еще в 77 году, по-моему, приняла вот это, что если низкий гемоглобин, который не измеряли у голодающих африканских женщин, то это беременных женщин, вот это и есть анемия, что неправильно. Сейчас все отрицают все вот эти ВОЗовские, так сказать, старые рекомендации, но никто открыто не заявил и никто открыто не говорит, что в конце концов мы должны принять факт, что есть гестационная анемия, которая не является железодефицитной анемией. Я надеюсь, что при моей жизни это в конце концов случится, потому что сколько же можно уже 50 или 70 лет говорить об этом, и никто, как говорится, классификацию не введет. Вот. Но возвращаясь, собственно говоря, гемоглобин, он падает, все правильно, гематокрит падает, а как же? Мы смотрим на размеры эритроцитов, то есть есть 4 показателя эритроцитов, это объем, окраска и распределение эритроцитов, значит, по количеству плазмы. Так вот, самое важное – окраска и размер. Если размер эритроцита в норме, это нормально, если окраска эритроцита в норме, это нормально. При железодефицитной анемии мы получаем мелкие эритроциты, которые называются микроциты. И второе, мы получаем такие бледные эритроциты. Они по сравнению с окраской обычными эритроцитами, они бледнее, потому что меньше гемоглобина. И поэтому мы говорим гипохромные эритроциты. Значит, железодефицитная анемия – это микроцитарная гипохромная анемия с точки зрения медицины. И вот тут это любой врач должен знать, это мы изучали все в институте, и это не поменялось. Поэтому, когда говорят о недостаточности железа, мы можем видеть вот эти микроцитарные, значит, гипохромные эритроциты, мы можем заподозрить, что есть нехватка железа. В отношении того, что всех пичкают беременных железом, это тоже неправильно, это пошло, вот еще говорится, с 30-летней давности, да, давайте будем давать железо. Ну, беременных, во-первых, железо плохо усваивается, оно практически не усваивается, это раз. Во-вторых, железо токсично для печени. Определить через трансферин, ферритин и другие сывороточные железа невозможно запасы железа. Поэтому, по правилу, если у вас нет анемии, признаков анемии, вы нормально питаетесь, то, в принципе, у вас нет риска получения ну, как бы железодефицитной анемии, поэтому железо вам не показано. Кому мы можем рекомендовать железо при беременности? Я уже не говорю о тех там мальформациях, у которых есть малабсорбция, есть единичные случаи заболевания, усвоения, например, того же железа или продуктов питания, голодающие, что среди наших женщин это практически, ну, такие случаи единичные. Обычно эти женщины по врачам даже не ходят, потому что они где-то могут жить, это беднейшие могут быть слои населения, которые живут где-то под мостами. Но не важно. Значит, из тех, которые нормальные, скажем, женщины имеют нормальные условия жизни, да, мы можем, значит, при ряде установленных всякие там гемоглобинопатии и так дальше, и то здесь спорно, потому что если железо не усваивается, то оно не усваивается. Но иногда назначают, но это мы знаем еще до беременности, и эта женщина принимает это железо, как говорится, в постоянном режиме. Но мы также можем назначать женщинам, у которых перед родами очень низкий гемоглобин. Опять же, гемоглобин нужно искать из вены, а не из пальчика. Вот. И если, скажем, гемоглобин меньше 90, тогда мы можем назначить препараты железа. Почему? Потому что ну, роды, любые роды – это кровопотеря, там хоть небольшая, но все равно. И для того, чтобы женщина быстрее восстановилась и в том числе получила
ну, было с чего, говорится, создавать эти эритроциты, а эритроциты, значит, требуют, гемоглобин требует железа, то мы, в принципе, можем назначать таким женщинам перед родами, где-то за месяц до родов, мы можем назначать препараты железа, не превышающие суточную дозу. В отношении сколько чего, это нужно смотреть на вид препарата, который вы принимаете, и в инструкции написана суточная доза. То есть, или там, ну, сколько рекомендовано. Если вы принимаете, это не превышает, хорошо. Если превышает, потому что вы принимаете еще какие-то мультивитамины, которые на самом деле не нужны и не усваиваются, это может давать суммарный эффект, и это плохо. Поэтому нужно определиться, что вы будете принимать. Как я сказала, мультивитамины не усваиваются, поэтому их можно выбросить, оставить только чистое железо, сульфат железа или там, что вы принимаете, если к этому есть показания. Но это не обязательно. То есть мы каждый случай оцениваем индивидуально, понимаете? Поэтому я не видела ваших результатов анализов, я не могу сказать, показываем или нет, но просто говорю такой вот подход. Но не может быть суммарный эффект, это худший вариант, когда попей этого, попей то, а потом смотришь, что туда входит все, что не хочешь, и это дает нам очень, ну, как бы... А плюс еще, есть же фортифицированная сейчас пища, во многие пищи добавляют микроэлементы и витамины. Это тоже большой минус, потому что здесь вообще невозможно контролировать дозу. Вот, поэтому вот такой подход к железу. Будьте с ним осторожны, если оно вам не нужно, можете вообще не принимать.